Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. У нас сегодня голубцы. Вкусные и очень вкусные. Морковь натираю на терке по-корейски. Как получится. Можно это делать длинненько. А можно попросить, Мужа! который сейчас все и натрет. Да. Вот что значит мужская работа. Взял и пошло дело. Морковь нужно посолить и приправить специями. Немного соли. Конечно же, чеснок. Несколько зубков. Любите поострее? Больше добавьте. Не сильно? Пару-тройку зубков будет достаточно. Мы любим остренькое. Это сколько ты уже зубков кинула? 4. Еще один, я думаю, будет достаточно. Сережка, все должно быть в меру. Золотая середина. Да, золотая середина. Также сюда добавлю молотого кориандра. Примерно пол чайной ложечки. Молотого перчика сюда же. Немножко хочу добавить куркумы. Это полезно, друзья. И пол чайной ложечки сладкой паприки красной. Все хорошо перемешиваю и пусть постоит минут 10-15. Морковка пустит сок, специи объединятся и будет все по красоте. А мы пока займемся капустой. Беру качан капусты, примерно 1,5 килограмма. И отрезаю вот эту вот грубую часть, кочерышку. Делаю надрез. 1, 2 и 4. Кочерышку я вынимать не буду. И так все прекрасно сделается. Нам нужно капусту отправить в кастрюлю с горячей водой и отделить листочки, как на голубцы, друзья. Листики можно, конечно же, отделить любым способом. В микроволновке, заморозить качанчик, а потом отделять, как кому удобно. Ух, качанчик какой. Немножко эти листики еще подпарим. Этот можно вынимать. И вот так сверху, как кокошник. Пока остальные листочки парятся, я могу уже начинать фаршировать голубцы, если это можно так назвать. Беру листик, разрезаю вдоль пополам и убираю жесткую часть, чтобы осталась сама нежность. Морковь, она уже уменьшилась в объеме, такая сочная, ароматная стала. Выкладываю на листик, ну и все. Беру и сворачиваю. Можно как голубец краешки подвернуть. И выкладываю в подходящую мисочку. А можно просто хозяюшки взять, свернуть вот так трубочкой. Все же интереснее и вкуснее, чем просто обычный салат с капустой и морковью. И в завершении понадобится маринад. Сотейник на огонь, 700 мл воды, 2 столовые ложки соли без горки, потому что морковь я присаливала. Сюда же 2 столовые ложки сахара с небольшой горочкой, граммов 50-60, 2 лавровых листа, несколько горошин душистого перца и несколько горошин кориандра. Перемешиваю и жду, пока закипит. Маринад хорошо закипел и даже у меня уже прокипел 2 минутки. Выключаю нагрев, жду, пока прекратится активное кипение. Также в маринад мне понадобится 50 мл яблочного уксуса. Конечно же, можно заменить 9%, тогда его понадобится меньше. И сразу сюда добавлю 50 мл растительного масла. Я всегда беру ароматное подсолнечное, мне так нравится больше. Выливаю уксусную масляную смесь сюда, перемешиваю и заливаю этим горячим маринадом голубцы. Лаврушечку здесь оставлю, пусть продолжает работать. Накрываю крышкой и оставляю на столе до полного остывания, а затем убираю в холодильник на ночь. Все. А эти листья куда? А эти листья я уберу в холодильник и утром сделаю просто обалденные голубцы с мясом и пшеном. Будет интересно, оставайтесь с нами. Беру полстакана пшена. Высыпаю в миску и хорошо промываю. И заливаю крутым кипятком. Немножко перемешаю. Отставляю в сторону и занимаюсь остальными ингредиентами. Сковородку на огонь. Немного растительного масла. Пусть греется. А я в это время возьму кочерышку, а сделаем из нее вкусность. Немножко измельчу. Так, грубо. И когда сковорода нагрелась, выкладываю в нее немножко соли,
и хорошо ее обжарю, прямо до румяности. А пока мелко нарежу 2 луковицы. Помню о капусте и время от времени ее перемешиваю. Я думаю, уже видно, что она подрумянивается. У жареной капусты совершенно другой вкус. Попробуйте хотя бы разочек так приготовить. Смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь все прекрасно. Когда капуста поджарилась, стала вкусно пахнуть, перекладываю в ту кастрюльку, в которой буду тушить голубцы. Эту же сковородку на огонь, немножко растительного масла и сюда лук. Перемешиваю и обжариваю до мягкости и прозрачности. А пока морковь натру на крупной терке. Еще сегодня буду использовать в голубцах помидоры в собственном соку. Ой, такие вкусные. Рецептом я делилась. Здесь нет уксуса, просто соль и сахар. Немножко их измельчу, чтобы в подливке попадались такие фрагменты от помидоров. И будет казаться, что у нас за окном лето. Когда лук стал мягким и прозрачным, добавляю морковь. И обжариваю все вместе несколько минут. Чтобы не добавлять больше растительного масла к овощам, и чтобы им было комфортно, я добавлю немножко воды. Добавила водичку, совсем другое дело. Процесс ускорился. Пока все пожарится, я капусту съем. Такая вкусная жареная капуста. Я ее подсолила. Во. Остановите меня. Аня, а что ж мы будем есть? Через несколько минут, когда овощи хорошо уже приготовились, немножко подрумянились, делю визуально пополам. Одну часть выкладываю в тарелку. Это пойдет у меня в фарш, пусть остывает. А во вторую часть добавляю 1 чайную ложечку муки. Перемешиваю и прогреваю 30-40 секунд. Когда прогрелась, добавляю измельченные помидорки сюда и стакан сока из этой же банки. Перемешиваю и тушу, пока не выпарится вся жидкость. Соус же должен быть вкусный, с пригарочками, с прижарочками, чтобы такой прям аж ням-ням-ням. Пшено сливаю в воду. Ну а я пока займусь фаршем. У меня здесь граммов 700 свинина с курятиной. К фаршу добавляю пшено. Сюда же поджарку или зажарку. И люблю, друзья, добавить несколько измельченных помидоров. Если бы их не было, я бы добавила столовую ложку томатной пасты или немного томатного сока. Вкуснотище просто, совсем другой вкус. Сюда соль по вкусу и черный молотый перчик. Тоже по вкусу. Да. Нужно все хорошо перемешать. Я это сначала сделаю с помощью ложки, потому что зажарка у меня не сильно хорошо остыла. А затем перейду на руки. Ой, отлично. Посмотрите, какая красота. Необычно так, да? А как же это будет вкусно. Ой, друзья, все, кто пробовал мои голубцы, все остались в восторге. Никто и не понял, что здесь нет риса и всего остального классического. Фарш на голубцы я не отбиваю, а просто хорошо перемешиваю. Ну все, готово. Красивый, сочный, яркий и, поверьте, очень вкусный. Красота. Ну а теперь, друзья, мое самое любимое. Будем крутить голубцы. Я это просто обожаю делать. Листики, они у меня отлежались. Конечно же, убираю грубую часть. Фарш. И сворачиваю. Здесь, друзья, все как по накатанной. Можно сделать вот так. Такой красавчик. И выкладываю на капусту. Ну а я продолжаю. А в оставшийся фарш добавлю 1 желток. Хорошо перемешаю. И сделаю котлетки. Ленивые голубцы будут. И вот так вот. Это будет дополнение к той капусте, которая лежит на дне. Красота! Тра-та-та! Ставьте лайки, друзья, а я мою руки и продолжим. Сейчас беру свою поджарку. Сверху выкладываю. Ой, она такая ароматная. На котлетосики. Котлетосики аккуратно. Они пока сырые, они очень нежные. Сейчас только начнут нагреваться, они возьмут свою форму. А в сковородку наливаю горячую воду и хорошо ее мою, чтобы собрать все пригарочки, прижарочки, которые образовались на стенках. И сюда.
Мгм. Добавляю жидкости, так, чтобы голубцы хорошо покрыло. Солить ничего не буду, у меня все подсолено. Сверху фольга. Ставлю в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на час 20. До скорых встреч. А сейчас, друзья, голубцы, которые мы делали вчера. Опа! Ух ты, какие красивые. Да, они-то красивые, но есть их невозможно. Мне попался качан капусты довольно-таки зимний, жесткий. И если у вас тоже произошла такая ситуация, сейчас покажу, как с нее выйти. Беру подходящую кастрюльку, сотейник. Аккуратно перекладываю голубцы в нее. Можно и не очень аккуратно, они все-таки хорошо держат свою форму, настоялись, ароматные, очень ароматные, по вкусу, по соли, маринад просто обалденный, только вот капуста меня подвела. В кастрюлю маринад этот со всеми специями. И сейчас зажигаю огонь, ставлю кастрюльку и довожу до кипения. Типа сварить. Чуть-чуть подварю их, и все же, чтобы капуста и морковка остались хрустящими. Альденте. Да, нужно ее немножко подварить, жесткая. Как только появились первые пузырьки и начало активно так паровать, достаточно. Снова накрываю крышкой, выключаю нагрев и даю полностью остыть. Друзья, на момент съемки этого видео на канале вышел ролик с моим преображением. Сердечно благодарю вас за хорошие, добрые слова и пожелания. Радуюсь, что вам тоже нравится мой новый облик. А мужу моему как нравится, да? Конечно, я обалдею. Я всю жизнь мечтал о блондинке, и моя мечта осуществилась. Вот видишь, какая у тебя послушная жена. Я просто люблю тебя. А теперь голубцы. Прошел час. Достаем. Аккуратно. Опа. Ой, так вкусно пахнет. Шкварчит здесь все у меня. Открываем. Ух, посмотрите, какая красота. М-м-м. Проверю капусту, потому что она у меня, Очень зимняя. да, очень зимняя, как оказалось. Ну класс. Знаешь, что я сейчас сделаю? Поставить голубцы назад в духовку. А это для чего? Мы вообще есть будем? Будем! Кстати, 5:30 вечера, а еще ни крошки во рту, кроме завтрака, да? Да. Уже так есть хочется. И все же я их оставлю еще на 10 минут под грилем. Это вот так вот будет выглядеть. Если нету, не нужно. Они и так красивые и вкусные. Все. Через 10 минут отключу духовку и дам им немножко настояться. Но еще Сережка хотя бы 20 минут. У него нет слов. Вы видели его лицо? Ну когда уже, Ань? Друзья, сказал мой муж, не нужны ему никакие румяные корочки, говорит, доставай и все. Оно так пахнет, что это просто ням-ням-ням. Так что все, вынимаю. Будет без корочки, хрустящий. Дождался, Да. накладываю. Точно 5. Давай тебе одну котлетку покладу. И котлетку тоже. И еще один голубчик. О. И, конечно же, какие голубцы без сметаны. Все, можно наслаждаться. Сейчас покажу, что там внутри. Возьму и разрежу. И покажу вам. Посмотрите, какая сочность. И не видно, что здесь пшено. Оно полностью сварилось. Я хочу попробовать. Сейчас кусочек отрежу. Потому что я думаю, видно, что оно очень сильно горячее. Угу. Как говорила бабушка, студы дурача. И в рот. Все, нет слов. Всем приятного аппетита, мирного неба, вкусной еды, мудрой жены. И благодарных мужей. Все, Сережка. Здоровья и благополучия. Да, благодарим за то, что вы с нами. Благодарим. Все, а эти голубчики поставлю назад в духовочку. Пусть они еще доходят. Она теплая, а позже будут еще вкуснее. Горячая-горячая. Пусть здесь себе отдыхают. Все, пошли ужинать. Наконец-то! Наконец-то!